Приветствую смотрящих. Сегодня все зелья отравлены, посему мы их пить не можем. На экране Diablo 2 Resurrected. Это реально. Выбор пал на некроманта. Почему? Во-первых, чтобы не повторяться с персонажами. Во-вторых, где-то 20 лет назад первое прохождение Diablo 2 тоже было за некроманта. Символично. Пройти без зелья не звучит как что-то очень жесткое, поэтому хардкор. Сразу бросается в глаза, что персонаж стал не таким деревянным. Будем отыгрывать без массовых самонов. Билд через Bone Necro. Из всех статов, конечно же, живучесть будет в приоритете. Зубы еще супер слабые, маны тоже крайне мало. Комментаторы могут спать спокойно, потому что я продаю через Control. Быстренько превращаем логово зла в логово добра. Получаем очко навыка за содеянное. Пока что мастерски орудуем топором в ближнем бою. Вернее, мы вынуждены это делать. Через раз попадаем по кровавому ворону, классика. Оставшись без лица, летим домой. Да, это наш единственный гарантированный способ восстановить ресурсы. Под амплифаем добиваем ее. 1000 лет не заходил в кладбищенские подвалы, решил заглянуть. Внутри скелеты, которые ничего не смогут сделать. Главное держать костяную броню активной. Коллекционируем шмотки, чтобы разбогатеть на продаже. Находим новую пушку. По возможности надо смотреть по палочкам. Может, есть что-то неплохое в продаже. Минус Бишебаш. Идем в каменистое поле. Прокачиваем голема. Это наш единственный друг. Прокачиваем взрыв трупа. Очень мощное заклинание, но пока его использовать шибко не получится. Находим камни и раканишу. Голем под амплифаем наваливает дамага. Ну и некромант тоже работает. Колодец, кстати, можно юзать. Будем молиться на их изобилие. Вот такой лютый пояс теперь есть. И такой нож. Он метательный. Но метать я его буду в самых крайних случаях. Этот нож дает 1 ману после убийства бомжа. Это замечательно, ибо ману регенить нам будет трудно. Под землей пришлось быть внимательнее с чуваками, плюющимися молнией. А так в любой непонятной ситуации восстанавливаем ресурсы в городе. Я друг! Находим нереальную для текущего этапа голову во вторую руку, дает плюс зубы, плюс костяную броню. Сейчас по возможности я использую 2 стойки. Одна для каста, другая для ближнего боя. Отжимаем свиток. Еще один желтый пояс. Найс. Радуюсь нововведением в казино. Теперь не нужно по 1000 раз перезаходить в него, очень здорово. Обновляю палочку, плюс 2 к зубам теперь. Возвращаемся в каменистое поле. Отправляемся в Тристрам. Взрываемся на удачу. Снимаем одного деда. Устраняем второго. Увы, он легко не давался, пришлось все же полечиться дома, ибо ножами убивать вечность можно. Завершаем зачистку в Тристраме. Здесь, походу, тоже воды отравлены, как и в склянках у персонажа. Потихоньку меня, как туриста, разводят на бабло местные. Выпала с бомжа уникальная дубина. Куча урона и хп, еще и против андедов вообще в самый раз. Мы с ней будем ходить. Идем к графине. Приятно, кстати, что теперь не надо каждую копейку собирать вручную. Забиваем графиню. Увы, пользуемся популярностью у женщин, что прямо в личный вейпоинт запрыгивают. Взрываемся. Если что, напоминаю, раз в пару минут я обязан слетать домой за маной. Еще раз минус графиня. И еще минус графиня. Находим в бараках кузнеца и под амплифаем забиваем как свина. Хотя под Iron Maiden он быстрее убился сам. Местами без лица хожу. Развлекаемся в соборе немного. Идти в ближний бой с зеленым мужиком — ошибка. Приходится с позором скорее возвращаться домой. Костопрах сражен. Может, в катакомбах просто темно, но какое-то ощущение, словно Resurrected стал менее гостеприимным. Будто сейчас до полусмерти изобьют, хотя не должно. Страшно, очень страшно. С големом как-то спокойнее, не знаю. План, педаль пол.
Андерель здесь. Проблема только в том, что резист к яду у нас практически нулевой. Противоядие тоже пить нельзя. Если что, пока я защищал катакомбу уровень 4 до самого босса, я уже раза 3 слетал за маной. Пробую Iron Maiden, но ей впадло бить. В ближнем бою ей чуть больнее, чем от зубов, но некромант в зоне риска. В общем, слетав 3 раза домой, победа за нами. И еще графиня. По пути выпал очень сочный топор. Open Wounds плюс Crush and Blow. Кровотечение и урон по проценту хп. Имба на старте. Устраняем графиню, топаем лут Галейн. Спасибо всем за поддержку. Я читаю комментарии и принимаю к сведению ваши советы. Про опыт в прошлом видосе особенно. Отдельно спасибо за донаты. Вообще не ожидал такого. Resurrected на месте, плашка оперативы почти тоже. Чувствую какое-то бремя Творца и ответственность, что ли, перед вами. Идем в канализацию. Надо разобраться с Радаментом. С маной, конечно, невероятные проблемы. Буквально чуть что, кинув пару зубов, мы идем драться в ближний бой. Я выяснил, что манерген зависит от общего ее запаса. Поэтому буду какое-то время вкладываться в энергию. Обновляю щит, а то больно. Все равно часто летаю домой, посматриваю заодно на шмотки торговцев. Будем делать рунные слова. Нужны вещи с гнездами. Каюсь. Раза 3 за нормал, я мискликал по банке. Это было не специально. Странно, Радамент стал каким-то соевым, или мне кажется, будто под ядом можно нормально стоять дальше. Так я его и забил. Берем книгу на навык. Берем квестовый свиток. Колесим по пустыне. Лица точка нет. Маны тоже нет. Прям какой-то кризис второго акта у персонажа. Эти 16 и 17 уровни были тяжелыми чё-то. Может, солнцем пустынным напекло. Статическое электричество какое-то 12 хп оставило. Спасибо, папаша. Находим палочку на +1 к навыкам ветки яда и костей. Минусуем графиню. Абсолютно с нихуя потемнело. Это еще не по квесту. Окей. Пытаемся добраться до харадрического куба. В итоге вынужден закидывать элитку ножами. Наводчик контужен. Разброс увеличивается. Собираем надир. Эта шапка должна сделать прохождение поприятней. Хорошо защищает, с маной чуть проще станет. Силы только пока мало для шлема. С топором хватает. Продолжаем ближний бой, увы. Чуть не пиздюливаемся за жадности летать в город каждые 30 секунд. Приятно, что взрыв трупа уже лучше раскрывается. Резист к яду только плачевный. Летаем для лечения. Все, куб с нами. Пытаюсь добить 18 уровень и не откинуться. На 18 уровне открываются новые способности. Прокачиваю костяное копье, основной источник урона. Кровавый голем – непопулярный выбор. По моей задумке, он нас будет лечить, нанося урон врагам. Иногда на экране будет умирать графиня, не пугайтесь. Скепсис насчет голема уменьшаем. Вон, хп приплывает от его тычек. Найс. Создаем любимый стелс. Ждем прибавку силы персонажу. Выиграл в казино пояс на 2 силы. Обновляем броню. Кто здесь? Костяное копье в этих коридорах использовать как мед для глаз. Попал копьем по большому парню, в итоге люто отравился. Лечу домой, что подкачали. Убиваем большого парня. Посох забираем. Потемнело. Пару раз чуть не пиздюливаемся от рандомных бомжей. Яд все еще вызывает дискомфорт. Интересно, почему? В итоге змея убиваем. Крышку унитаза поднимаем, амулет забираем. Харадрический посох при нас. Направляемся в магическое убежище. Хожу без ресурсов, получая втыкву от деда, чуть не откидываюсь. В целом идет не так уж сложно. Призывателя находим на 4-й тропе. Хотел чуть подойти, но пришлось бы собирать по полу свои еблища. Забавно, но он в итоге погиб от пары копий вслепую.
Легчайшее. Дальше буду фармить гробницы в ближайшие 4,5 часа. Сколько? Ну а шо? У некро сейчас всего 20 уровень. Зачем рисковать? Фокусим этих ваших развоплотителей. Что-то их снаряды так больно дамажат, конечно. Уже, кстати, вслепую их научился снимать. А насчет фарма. Можно это просто за кадром оставлю. Просто знаете, что я кучу раз эти гробницы зачистил, выживал там среди зомбаков, ничего крутого не упало, но потянул уровень. Занятие унылое, но оправданное, ибо страшно. Еще мне шиза из оригинальной Diablo 2, будто из ямы дуреля невозможно телепортироваться домой. Апнул 25 уровень, довел резист холоду до 52%. 239 хп имеем. Пожалуй, уже пора идти на него. Супер стрёмно, конечно, все равно. Но если с ТП пранка не будет, то главная проблема — закончится мана. Судорожно достаю все талисманы. И погнали. Вот оно, живое воплощение кошмаров. Костюм декрипифай сразу. Наш помощник — это глиняный голем до замедления. И расстреливаем. Успешно летим домой на додеп маны. И добиваем. Бля, я даже не знаю, как это прокомментировать. Просто рад, что он не доставил проблем. Замедляем пульс. На бусте уже выходит геймблазонка. Более спокойный формат с лайв-комментариями. Там прохожу игру на всех сложностях, делюсь мыслями и комментирую происходящее на экране. Первый выпуск бесплатный, так что можно просто посмотреть и понять, нравится ли вам такой формат. Планирую выпускать примерно раз-два в неделю. Не переживайте, это дополнительный контент и на скорость выхода роликов почти не влияет. Это не замена паладину. Продолжение его прохождения выйдет в следующем видео. Курат стал приятнее глазу, рассматриваю. Раньше он был депрессивный, как мой родной город. Только снега не хватает. Сейчас более зеленый, тропический. Хватаем нефритовую фигурку, меняем на 20 хп. Джунгли скипаем по традиции. Раскидываем пауков, забираем глаз Халима. Дедушка так отчаянно за этим глазом к нам потянулся в карман, что я мискрикнул по порталу и улетел обратно. Сори за микрофризы, третий акт что-то душит. Пофиг, что позже. Храню всякий хлам на сменку, резиста пока не очень. Казино тоже не кормит пока что. Бродим по джунглям живодера. Тут великий суп наварили. Но нам нужно попасть в подземелье. Уносим Гидбин. Кольцо в награду дали беспонтовое. Ну и ладно. Хранилище помойка нереальная, но находим там щит на резист к огню. Будет 35% хотя бы. А насчет хлама в сокровищнице позже разгребу, пока... Терпим. Нашел еще один нагрудник на 2 сокета. Он эфириал, но защищает очень круто. Возможно, соберем второй стелс. Убиваем штормодрева целую вечность. Нашел зеленый шлем. Изенхард, дает ловкость. Спрячу в сундук. Создаю второй стелс, кстати. Какое-то время похожу, но потом сниму и ставлю на конец игры. Ладно, погнали обратно под землю. После кризиса и второго акта в целом стало проще. Находим суп из 7 мясных блюд. И без проблем добираемся до сундука с мозгом Халима. Что-то задумался и случайно нанял Диего. Ладно, вы знаете, что с ним будет сейчас. Продвигаемся в канализацию. Хотя не, подожди-ка. Надо посетить местный данжи. Может, разрушенный храм будет. Это не он. О, это уже он. Защищаем. Кто-то нас перманентно отравил. Однако голем это маломальски нивелирует. Здорово. Воруем книжку. А теперь спускаемся в канализацию. Глянем, что там по сотрудникам водоканала. Без кайфа почти по кругу обошел локацию. Находим с этого нагрудник. Увы, нам он бесполезен. Еле нашли спуск дальше. Сердце Халима с нами. Радуем себя слотами пока что. И радость-то есть. Желтые пояса. Можно частично пополнить хламовник ими. Разбираемся с советом. Жесть они, конечно, во тьме что-то. Походу, яркость надо повысить в игре для следующего видоса. Пока мана есть, некр в прайме. Некр крутой. Но без маны мы отбегаем, ждем, терпим, стреляем. Ломаем, короче, хату совета. В чертогах ненависти все было гладко. Пофиксил проблему с производительностью. Выпал с этого меч. Сохраняем.
Меняю кольца на более актуальные. Деды отжигают. Больно. На Мефисто кидаем Decrepify, шпыняем голема в него и расстреливаем. За бой пришлось 3 раза вернуться домой. Мана вообще не резиновая. И все. Мефисто весьма соевым оказался. Выпадают сетовые шмотки нынче часто. Это православно. За 2 часа прошляк. Далее решил пофармить еще 2 часа. Фармить буду Мефисто, у него уровень сокровищницы солидный. Можно что-нибудь выбить. Вообще, фармить его оказалось плохой идеей. Потому что я столько раз должен тпхнуться в город, что один заход до Мефисто длится минут 9. Не value. Да за один файт с самим Мефисто 3 раза надо вернуться, о чем речь. Вроде шмоты падает, но вообще не вау, конечно. Примечательно, но если накинуть на него Iron Maiden и подбрасывать голема, то он хорошо самоустраняется. В город надо лететь всего 1 раз. Ржака. Собираем любимый Ancient Splash, апну до 7 уровень. Почти все резисты достигли капа. В общем, что-то и дроп под вопросами достаточно долго и впадло. Двуручный топор уникальный выпал. 25 силы дает, кучу плюшек. Но не для некра. Уникальный клеймор, который восстанавливает 7% маны стычки. Не иронично, но будем это юзать. Ладно, апнули 28-й, достаточно. А то уже уныло его фармить. Многие пишут про хардкор и сложности выше. Хардкор тема, но есть нюанс. Иногда я записываю буквально урывками, например, на работе. В такие моменты не всегда получается быть в суперфокусе. Поэтому для таких записей софткор банально практичнее. На хардкоре одна случайная ошибка и забег закончится. Насчет сложности выше, я только рад на них поиграть. Однако, если пихать все сложности в один видос, то делать я его буду месяца 1,5-2. Это не гуд. 4-й акт. Сразу находим Изуала. Зацените, как мана регенится от тычек этим мечом. Кайф? Так Изуала закончился. Сравнительно долго, но без полета в город. Удачно на трупах взорвал его под амплифаем. Пламенная река дальше. Никуда не спешим, продвигаемся в сторону дома Диабло. Добираемся до Гефаста. Одолеваем его. Уничтожаем камень души Мефисто. Далее оказываемся в цитадели Диабло. Ну а шо, персонаж весьма сильный, никаких проблем не было по пути. К сожалению, за 20 лет не пофиксили тему, что штормкастеры залетают куда не надо и застревают. Первые 2 печати нажимаем, стираем с карты элитную пачку. Дальше оригинальный монтаж. Что же произошло? Я поставил на паузу, не отжал паузу, убил Диабло, свернулся на синематике посмотреть, что там по ОБС, а он на паузе. Обидно, но ничего, сейчас 2-й раз убью. Это снова оригинальный монтаж. Оказывается, ОБС прервал запись под конец синематика после первого убийства. Да блять. Хорошо, 3-я попытка. Так, что у нас тут? Да, следующие 2 печати. Интересно, что теперь здесь нет стрёмного закутка, из-за чего пачка Venom Lord'ов стала совсем family-friendly. Все еще никаких проблем не возникает. Видимо, в кои-то веке персонаж по уровню. Все печати активированы. Сейчас покажу пожилого владыку ужаса. У персонажа сравнительно немного хп, но в целом он хорошо защищен. Как обычно, Decrepify имба. Под молнией не стоим, копья кастуем. Голема для развлекалова иногда подкидываем. Желательно глиняного. Удивительно, но супер простой файт. Без шуток, Мефисто со своим шаром льда, что летит со скоростью света, опаснее был. Диабло был сражен. Потребовалось всего 4 пересадки в город. Ожидал худшего, ибо чем мы только не проходили. Но персонаж сильный, хоть слегка нищий.
Спасибо за своевременную ачивку. У меня с ними что-то не окей. Потом покажу еще один прецедент. Запись проверил, все записалось. Невероятно. Показываю нагрудник уникальный. Кстати, за первое убийство упала башка сета Берсерка. На второе чудовище 47 уровня. Что за жесть? А я не понял. Ты чего, охуел, блядь? Небольшая передышка, а то ролик что-то слишком плотно на события, даже смешную вставку некуда воткнуть. Устрою микро-соцопрос. А вы бы что выбрали? Софткор или хардкор? Чисто как зрители. Интересно почитать ваше мнение. Пятый акт. Смотрите, что у нас по планам. Пофармить Элдрича, поднять пару уровней, по возможности скрафтить новые рунворды или выбить приятные темы. Пытаемся восстановить ману тычками меча при любом удобном случае. Добираемся до Шенка, убиваем. Здесь же Элдрич, можно неистово пофармить. И Шенка за компанию тоже. Радует, что алтарь маны тут постоянно есть. Не радует, что перезаход длится дольше фарма. Тут я не буду показывать последние тысячи каждый раз, как было с Мефисто. Только микроостановки на интересном дропе. В целом мне здесь фармить нравится, не надо бежать долго, как до Мефисто. Однако из ценных приобретений только опыта ведро за эти 80 минут. Буду ролить периодически цирклеты, но полезных некру пока нет. Все бабки, в общем, спустил на цирклетки. С Элдрича выпали годные рукавички. Пока можете рассмотреть. Вообще была Маня мечта сделать рунное слово лор. До завершения сложности нормал. Даже шапка будет для этого. Однако руна сол не факт. Крафчу совершенный камень. И Габен лично ачивку жопит. Не дает мне. И все еще жопит. В общем, все. 33 уровень, хватит пока фарма. Лучше нырну в красный портал. А потом... Увы, ничего интересного там. Ни в одном из них. Мерзла на горе, кстати, неприятная. Куча импов со всех сторон. Класс не ставлю. Освобождаем мужиков. С рунами печаль. Нам нужна руна Сол, либо Амн, либо Тул. И дальше мы уже скрафтили бы Сол. Но нема. Очень хотелось бы скрафтить Тор. Но логичнее уже заниматься этим на следующей сложности, конечно. Погнали пока в ледяные подземелья. К сожалению, Надир режет нам обзор, так сказать. Следовательно, особенно нихуя не видно в подобных пещерах. Замерзшая река. Надо спасти Аню. В целом, глобальная проблема с маной осталась. Часто приходится ехать до города. Единственное, где это может сыграть злую шутку, древние. Но посмотрим. Спасли. Получаем награды. Резисты теперь максимальные, свитка Малах. Аня же нам дала помойку. Гэмбл не кормит. Хочется кучу маны и еще чего-то приятного на сдачу. Полчаса пофармил Элдрича, Шенка и Пиндлскина. Неплохие желтые перчатки. И палочка, что дает +1 к скиллам некроманта. Однако эта палочка не дает маны, как наша текущая. Тяжело. Тяжело. Пойдем искать где там Нила так. Будем верить, что руна Солса же выпадет. Наш брат по классу что-то бездарно пал в бою, ничего не сделал. Бежим дальше. Пора идти до древних. На самом деле оставаться на нормал уже не особо целесообразно. В первом акте Найтмэр можно выбить вещи получше. Помните, что я говорил об отсутствии смысла фармить?
Я тоже. На следующие 40 минут я буду фармить. Теперь еще и графиню. Очень хотелось эту шапку, что даже был готов из говна и палок скрафтить эту руну Souls злоебучую. Но боль в башке была сильнее. Поэтому показываю пару смешных выпавших вещей и айда дальше. Цирклетка на навыки некроманта. На боссах можно менять. Ну чё, древним. Главное не позволять наседать нам на голову, а то позвоночник трусы высыпется. Are you sure about that? Одного сняли, но мана официально все. Второго с горем пополам тоже устранили. В целом весьма успешно. Да, побегали кругами, но урона дофига. Вышло приемлемо. До престола разрушения ничего не выпало. Не буду держать интригу. Пойдем месить миньона Баала. Минус первая волна, минус вторая. Миньон, кстати, нагрудник. Достаем из сундука все талисманы, пригодятся. Четвертое еще легче оказалось. С последними чуваками пришлось повозиться. Баал проиграл в шепот последний раз в своей жизни. Сейчас приступим к нему. Встретил нас не шибко гостеприимно. Инста-братик, что-то растолкал. Ну, а так юзаем копье, доджим тычки по пожилой черепушке. Подкидываем голема, чтобы Баал не скучал. Да и, собственно, вот и весь файт. Как в боевиках добиваем Баала на нулевой мане. Победа. Нормал пройден. Оценю на 5 из 10. Челлендж не столько сложный, сколько нудный, честно. А Бол Некро молодец. Сильный мужик. С зельями было бы приятнее, конечно. Особенно будучи на хардкоре. А то туда-сюда летать вечно не дело. На этом все. Заглядывайте на Бусти, там гамблазонка. А я начну продолжение долгожданного паладина Лудомана. Если не смотрели первую часть, обязательно загляните на канал. Можете поддержать по традиции, чтоб я уволился нахуй. Всем спасибо.